Натальей Кондратьевой. И сегодня мы с Натальей пообщаемся по поводу обратной связи Да, от, мы как-то, от меня, да? да, поменяемся местами. Сегодня я буду Мгм, задавать вопрос, а ты будешь отвечать, потому что я, мгм, помнится, как-то в одном из видео грозилась взять у тебя обратную связь. И поскольку мы с тобой уже, ну, по-моему, уже видео 9 штук сняли, и мгм. в каждом из них мы немножко проводили какую-то диагностическую историю, вот, поэтому я думаю, что вполне будет адекватно, если мы ее возьмем. Более того, мы же с тобой диагностировались до такой истории, что пришлось как бы, ну, не то, что пришлось, а мы с тобой провели полноценную сессию. И, собственно, вот это все. Я бы хотела услышать какую-то, знаешь, обратную связь вот на эту вот всю какую-то историю. Ну, ты можешь ее по частям рассказать. Да, ну с чего начнем? Ну, давай сначала Вообще, начнем с вообще, твоих мгм. маленьких диагностических вот таких, вот таких, которые вот были в эфире. Да, вообще такая интересная штука произошла. Ам, Я вообще сейчас нахожусь, ну я уже поговорил, да, в эфирах, нахожусь, ну, можно сказать, в таком отпуске у своих родителей. Они живут в Крыму, в своем доме. И, собственно, я здесь нахожусь со своей женой и с ребенком. У ребенка, я об этом не говорил, тоже надо отметить нужно, да, у ребенка диагноз ДЦП, и он сам не ходит, то есть ходит только с помощью меня, либо с помощью матери. Вот. И когда мы начали всю эту серию сеансов, постепенно начали открываться новые и новые инсайты. Как бы такая, знаешь, мозаика, которая сначала там мы берем мозаику, там выкладываем лицо, потом там тело там и так далее, и так далее, и так далее, и она постепенно начинает складываться. И вот таким финальным аккордом, по сути, оказалась наша такая личная сессия, которой мы завершили этот вот некий цикл. А, Хорошо. Слушай, с чем ты пришел? Ну, вот с чем ты пришел? Как тебе было внутри и с чем ты, собственно, ушел? Ну, вообще, если говорить про, да, про м, челлендж, про проблему, как сейчас говорят, да, Мгм. то у меня были на физическом плане уже достаточно давно, я бы сказал, даже с детства. Проблема вот в плечевом отделе, в шейном отделе, такие некие блоки, спазмы в правой стороне. Ну, так как Мгм. я человек, который достаточно углубленно тоже изучает все эти истории, и психологию, и эзотерику, я понимаю, что там правая часть, это в большей части, как правило, относится к мужской энергии, да, там, к каким-то мужским а, проблемам, что ли, сказать. Вот. И постепенно, вот пока мы начали общаться, да, я начал сначала разобрался вот в отношениях с отцом. Почему? То есть проблема была в том, что с детства отец пытался подавить мою волю, ну, грубо говоря, да. Я активно сопротивлялся. Вот. И как по итогу всех этих, ну, переплетений, да, оказалось, что в прошлой жизни, да, я пытался подавить волю отца, а в этой жизни отец пытается подавить мою волю. Ам, А вот как тебе такой инсайт? Он вот как-то, ну, ну, вот что-то вообще это, выходит ну да, совсем да, другое. да, как и со многими инсайтами, да, вот, как только я это осознал, то отец, в принципе, перестал, ну, так, частично, знаешь, пытается немножко, но какого-то такого серьезного давления. У нас, кстати, произошел такой достаточно, с его причем стороны, откровенный диалог, Мгм. потому что я вообще этого не предполагал. То есть такие какие-то для меня это были такие достаточно новые вещи, да, что как, ну, как с его стороны, как вообще, да, происходит, его понимание наших отношений, да. Было немножко другое понимание. Вот. Ну и, То есть собственно, ты как только мы пообщались, сразу же, как бы, ну, конфликт, он, по сути, ну, его как бы и не было, какого-то такого острого конфликта, да, но просто была вот эта проблема моего некого непонимания, почему,
ну, почему он так себя ведет? То есть я вообще никогда не понимал, ну, то есть зачем нужен такой гиперконтроль? А когда я Мгм. понял, что я был в точно такой же, ситуации, да, вот в прошлой жизни, точно так же пытался там подавлять волю, там контролировать каждый шаг там, да, я как бы это очень четко осознал. То есть в этой жизни я очень четко прочувствовал, как это сказать, значение и важность свободы воли, во. То есть ты прям можешь сказать, что после сессии прям вот что-то вот, прям Да, непосредственно ну, в отношениях с отцом вообще все как бы стало очень ну, как бы открытым и очень, ну, прозрачным, говорят, да. То есть, да, все стало очень очевидным, прозрачным, понятным и контролируемым. Вот. причем я хочу акцентировать, что как бы вот этот вот сам разговор, он был инициирован даже не тобой. Он, Да, да, собственно, был инициирован самим отцом. да, да, так Мгм. и есть. Вот, дальше клубок развязывается. То есть, ну, все же идет, как сказать, по одному и тому же сценарию, там, по роду, да. Мгм. Вот, сын у меня тоже родился, ну, как бы ДЦП я никогда не понимал, то есть, почему, ну, причину, да, в чём заключается причина. И, ну, как с моей стороны, да, с мужской стороны. И сейчас я четко понял, что это было абсолютно мое желание, контролировать своего ребенка, каждый его шаг, дословно, да. Да. Ну, это Ну, то прям есть не такая совсем сейчас, находясь вот на том уровне развития, на котором сейчас я нахожусь, да, я, честно говоря, не понимаю, зачем мне это нужно. То есть мне такое впечатление, что я уже это прожил, да. Вот. Мгм. И я наоборот, ну, как бы, ну, конечно, поменял, то есть жизнь меня, ну, там Бог, там жизнь, там вселенная поставила, в такие, ну, в такое положение, ставит в такую ситуацию, что я, уже и сам не хочу. То есть, видимо, это специально было так сделано, чтобы вот это вот мое желание контролировать, все, да. И это, кстати, сейчас я хочу отметить то, что, я пытался контролировать не только, ребенка, да, я вообще всю свою жизнь пытался контролировать все мое окружение, да, там, начиная там контролировать свою работу, там контролировать текст, работаю, контролировать там свою жену, ну и так далее, и так далее. Мгм. Вот. И как Мгм. бы, вся эта вот ситуация, она мне, зеркалила, что, ну, хочется просто ребенка, которого нужно вообще каждый шаг его контролировать, по сути, да. Мгм. Вот. И ребенок, так себя еще и ведет, то есть, специально проявляет свою абсолютную как бы не самостоятельность. То есть когда он, Мгм. например, ситуативно себя ведет, но ребенок же он более чувствует, да, там окружающую среду там и понимает, как себя лучше вести в той или иной среде. Вот. Когда он находится, например, с дедушкой, с бабушкой, да, там он себя вообще по-другому ведет, он абсолютно там самостоятельный, готов там. А когда он находится со мной или, например, с женой, да, с женой тогда он вообще, ну, как будто бы, ну, давайте, типа, делайте все, что, ну, я сделаю то, что вы хотите, там, например. А это что-то поменяло в твоем взгляде на ребенка? Вот, ну, вот какие-то твои инсайты свежие. В моем взгляде, конечно, все это, оно, знаешь, как, если в отношениях с отцом там произошел такой вот прям переворот, вот, здесь как бы это, в итоге вот эта, конечная такая личная сессия, она оказалась таким неким пиком осознания. То есть я к этому Мгм. шел, да, там, и в итоге, ну, вообще для меня стало точно так же абсолютно прозрачно понимание того, что там у каждого человека есть своя воля, особенно у ребенка. Я это прям вот детально, чувственно и физически, и во всех аспектах своей жизни это я осознал. А скажи, а в общем, вот все, что тебя в теле беспокоило, оно как себя там чувствует теперь? Ну, у нас с А, тобой, кстати, несколько дней еще прошло после сессии. да, ну, сейчас вообще как бы все вроде хорошо и нет такого. То есть, нет, на самом деле, я совру, что там прям вообще все ушло, да, но, как и Понятно. всегда понятно, что вот как бы когда мы пытаемся опять, уходить в эту старую модель поведения, это все опять нам, ну, то есть начинает показывать, и такой раз сразу, ну, зато теперь себя ловлю такой: "Блин, это неправильно". И такой раз сразу от этого, такого поведения себя
ну, как бы меняю поведение свое, да, и отношения. То есть в моменте, да, я уже вижу, где, например, потому что модель поведения, она всё равно уже сложена, сформировалась. Ты прям чувствуешь, как тело Да. откликается. Да, я прям чувствую, что вот типа так не надо. И такой я сразу такой: "Не, это как бы старые грабли, Мгм. мне это не нужно". То есть это уже Хорошо. пройденный этап. Скажи, а в общем, вот, ну, вот такой взгляд, понимаешь, на себя, как не только на себя, вот на некую такую чуть большую информационную матрицу, он как тебе? Он тебя пугает или как это вот, ну, что это было для тебя? Что это за опыт был для тебя? Чтобы посмотреть на себя, не только на себя сегодняшнего, а на некую такую информационную историю, которая чуть больше, чем ты сейчас. Ну, так как я вот тоже повторюсь, да, что так как я уже достаточно близок, ко всей этой истории, да, ну вот, к пониманию жизни, к пониманию там того, что там все таки есть прошлое, да, вот этот информационный накопленный опыт. Для меня это было, ну, вполне, логично и понятно. Мгм. Ам, Важны были скорее вот эти первопричины, всего этого цикла, да, в который я попал. Поэтому мне, конечно, вот было очень важно именно понять вот эти первопричины, чтобы принять, ну да, вот эту всю ситуацию и осознать, что все не просто так, что есть, как бы есть, справедливость, она всегда есть. Просто мы не всегда в это верим. Думаю, не всегда Вот. это видит. Да, не всегда это видим в первую очередь, да, и даже если иногда мы это видим, да, мы не хотим в это верить. Вот, здесь, конечно, важно поверить, и принять. Ну, собственно, такие вот, самые ключевые вещи. И ты, конечно, мне очень сильно в этом, ну, своими вопросами и, правильной постановкой вот этой, сессии помогла, всё-таки понять первопричину, осознать ее, увидеть, как говорится, ну, прям перед глазами все, что сейчас в моей жизни происходит, и осознать, что так, ну, сделать выводы какие-то, да, если я Мгм. хочу там менять свою жизнь, то нужно вот менять свое поведение, отношение к жизни. Мгм. Вот. А скажи, пожалуйста, знаешь, мне интересно, иногда вот, ну, скажем так, как бы можно же было сделать какие-то вещи самостоятельно, или ты все-таки прям ощущаешь, что нужен был вот, ну, или не знаю, или какое-то вот мое профессиональное участие или взгляд со стороны. Просто ты как человек опытный, ты же там тоже что-то делал сам с собой, куда-то ходил, где-то бывал, что-то изучал. Ну, вот у тебя такой пытливый ум, и ты как бы, в принципе, там, на месте не стоял. Ну, вообще, как вот мне кажется, как в любой области, да, это же не только психологии касается. Когда есть вот грамотный наставник, в данном случае, как бы, ну, ты как некий такой наставник с точки зрения духовного развития, да, э, гораздо быстрее и проще сделать вот это вот, прийти к инсайтам этим. Потому Мгм. что, ну, сам, конечно, сам я там искал какие-то по клокам собирал, по частицам, но не мог никак сформировать полную картину. Вот, Мгм. и за счет того, ну, за счет вот твоей помощи, как бы, да, консультации итоговой, у меня эта картина, по сути, сложилась. То есть здесь, конечно, важно, чтобы вот такой профессиональный человек именно в области психологии, в области эзотерики, там, в области духовного развития правильно, направил, да, направил тебя по пути осознания себя, осознания, мира вокруг тебя, и, чтобы можно было четко увидеть свои, слабые стороны и с ними уже поработать более М. Спасибо интенсивно тебе и целенаправленно. за такую обратную связь. Ну, в принципе, я думаю, мы все обсудили, но если ты еще что-то хочешь добавить, то ты можешь добавить. Ну, я хочу тебя поблагодарить, что ты смогла мне, помочь, да. Это достаточно важно, потому что, ну, вот эти проблемы наши, мои, в первую очередь, да, вот, если в общем, да, говорить, они вообще же мешают, в принципе, ну, жить, гармонично, жить, во всех сферах жизни, потому что они, Мгм. как правило, все равно начинают, если есть какие-то проблемы, то они касаются всех сфер жизни,
То есть и на работе там, ну, не всегда, но правило там это вылезает все равно и в разных аспектах жизни и мешает жить как бы, ну, нормально, как мы хотим, да. Что мы хотим жить счастливо, а у нас какие-то постоянно, ну, время от времени там возникают проблемы, с которыми нужно Мгм. работать. Ну, собственно, терапия это для того и она для того и существует, чтобы твое качество жизни стало лучше. Ну, чтобы ты Мгм. стал ощущать себя прям каждый день, понимаешь, вот так, как ты хотел бы себя ощущать. Да, еще, кстати, я вспомнил, что я хотел отметить, ну, вот уже к детальному, да, Мгм. пониманию. А, То, что у меня была сложность же еще с, ам, как вот сказать, ну, такая закрытость, да, от мира. Вот в связи с этим, наверное, гипер каким-то контролем, что ли, Мгм. когда я пытался контролировать все вокруг себя, а не пытался прочувствовать и полюбить всё вокруг себя. То есть это некая такая подмена произошла. М. Не любовь, а контроль. То есть контроль через любовь. То есть, любовь через контроль, грубо говоря. Ну, короче, какая-то вообще такая извращенная Ну вещь. да. Ну, это такая большая штука. Я надеюсь, ты начнешь свое путешествие в другую с в другой конец потихонечку. Вот. Ты как-то куда-то пропал. М. Представляешь, у нас электричество отключили. Слушай, ну, наверно, давай тогда и заканчивать. Да, да, слушай, Собственно, она и, наверно, к этому и отключилась, что пора уже. Пора. чудеса, слушай, чудеса вообще. Ладно, спасибо Всё. большое тебе Спасибо. и Да. спасибо всем, Пока. участникам, да, трансляции. Пока.